Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что проявится до Нового года, что или кто. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, единички. Первый вопрос для сигнификации проявления чего или кого ты ждешь. Ну тут ничего-то ждешь. Полный пипец ты ждешь. У тебя сейчас, знаешь, такие тараканы внутренние, размером со слонов, что ты сама даже не понимаешь, от кого или от чего ты ждешь подвоха. А вот вся штука в том, что ты застряла в этой ситуации с деньгами, со здоровьем, как будто вот, как сказать, как будто вот в метель идешь в дырявой куртке. И вместо того, чтобы в тепло забежать, да, ты продолжаешь ныть, что тебе холодно. А рядом еще мужик крутится. Может, мужик, может, женщина, человек, который тебя, вот, как сказать, вот мягко, в дерьмо втягивает, причем с улыбочкой милой. Ты вроде понимаешь, что он тебе, как сказать, не друг, но ты готова ему последние штаны отдать, лишь бы не быть одной. И до Нового года это все всплывет. Либо кредиты накроются, либо ты сама в очередную зависимость влипнешь благодаря этому человеку. Проще говоря, ты не подарков под елкой ждешь, да, а того, что ты давно сама себе копаешь. И да, это больно будет, потому что ты упорно делаешь вид, что проблемы нет. А она есть, и она вот огромная, вонючая и с рогами. Как это проявится? Ну, все это вылезет через человека, который за тебя все давно решил. Подойдет такой вот мужик, он уверенный, напористый. Ну, мужик или женщина, человек, в общем. И знаешь, с таким вот, как будто ему весь мир должен. Или это твой бывший, который якобы все исправит, да, или новый твой кавалерист-ухажер, у которого мигалка на крыше. И он тебе начнет лапшу вешать, что знает, как тебя спасти. А ты сначала даже и обрадуешься. Скажешь, наконец-то кто-то взял ответственность за мою жизнь. Но ты это, конечно, вслух не скажешь, потому что у тебя в голове я сама за свою жизнь ответственность несу. И этого не хочу, чтобы за мою жизнь кто-то ответственность брал. Ну, то есть вот это популярная самообманка. Но через пару недель ты поймешь, что тебя просто поставили к стенке. Этот, как сказать, мудила, да, а дьявол я имею право назвать мудилой, он будет давить, он будет требовать, а ты, как лошадь загнанная, просто устанешь до посинения. Но бояться будешь даже пикнуть. Проявится все через скандалы, через нервотрепку, через полное твое опустошение. Ты будешь как птичка раненая, которая бьется о решетку, пока вот крылышки не сломит. И да, до Нового года ты доползешь к финишу с одной мыслью, только какого черта я вообще того мужика послушал. Что делать, зная все это? Знаешь, я говорю троечкам всегда, не ной. Тебе я скажу, перестань тупить. Сейчас не время ныть, сейчас время драться. Видишь, вокруг тебя уже куча людей тянет одеяло на себя. Все эти споры, мелкие вот эти свары. И вечно «а мне должны». Вот это твое болото. Выберись из него. Не трать силы на тех, кто тебя использует. Дай вкусного жареного леща вот всем, кто лезет без очереди.
в прямом смысле. Если начальник тебя гнобит, да, нахами в ответ. Если подруга вечно ноет, пошли ее картошку сажать ко мне в огород. Тебе сейчас нужно, как вот маленький юнец-сорванец, который видит грязную лужу и в нее прыгает с разбегу. Тебе нужно специально это сделать, чтобы, как говорится, брызги во все стороны летели и всех заморали, а не только тебя. Крики будут, да, обидеться, да, ну и что с того? Ты либо вперед рванешь с легким сердцем, либо останешься тут же и в этой луже, как говорится, гнить. Знаешь, не бойся начать все с нуля. Там съехать, уволиться, послать того, кто твою энергию сосет ко мне на картошку. Смотри вот, как сказать, с улыбкой. Хотя дождик идет, да, у тебя улыбка, хоть и дождик идет. Вот тебе так и надо. Махнуть рукой на вот этого дьявола и шагать, даже если, как говорится, в ботинках вода хлюпает. Главное, не оглядывайся. Токсичность человека. Ты терпишь, и ты даже знаешь сейчас, о ком я говорю. Нужно избавиться, да, нужно уйти. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. От вас я даже не ожидал. Проявление чего или кого ты ждешь, тут трактовать не нужно. Ты ждешь, что твой мужик, ну якобы твой, он вот-вот бросит свою жену и прибежит к тебе с чемоданом. Тут даже, говорю, трактовать не нужно. Но знаешь, ты застряла в этой вот хреновой ситуации, потому что ты видишь в нем не того, кто он есть на самом деле. Ты думаешь, там у нас особенная связь, он мой близнецовый пламенец, родственная душа, он такой несчастный в браке. А сейчас. На деле вы просто удобно устроились в этой игре. Он получает адреналин от твоих, от встреч тайных с тобой. А ты кормишь себя иллюзиями, как будто он ради тебя горы свернет. Он даже от жены от своей не уходит ради тебя. Он уже выбрал, реальность такова. Только он не тебя, а стабильность выбрал. Дом, быт, жену, удобную жизнь, которую он не хочет терять. А все вот эти разговоры про то, что скоро я решусь, я с ней ради квартиры, мне ее жалко, мы спим в разных кроватях, это галимый самообман твой. Ты для него просто временная подзарядка, а не главная батарейка. Но ты-то ждешь, что к Новому году случится вот это чудо, как будто он под елку себя положит. Тебе. Не будет этого. Карты показывают, что тебе светит только одно. Работать втроем. Вы будете, как вот эти, как сказать, как коллеги несчастные на работе, на стройке. Он тебе кирпичи подает, жена раствор мешает, а ты надрываешься, пытаясь склеить то, что рассыпалось еще до тебя. Итог не будет хэппи-энда там с побегом в закат, с красивыми такими кадрами, как за ручку взялись и в закат ушли. Нет, будет пот, будет сопли, будет осознание, что ты кучу времени потратила на чужого мужика, который даже занавески с тобой выбирать не будет. А с ней будет. Как проявится это? Будет больно, но полезно зато. Ты сейчас как вот Паш из сказки. Бегаешь с кубком, надеешься, что тебя заметят, что тебя оценят, возьмут за руку и поведут в замок. В замке жена у него живет, не поведет он тебя туда. На деле мужик твой это не рыцарь, а, как сказать, король болотный. Сидит в своем болоте
вот этих семейных драм, пускает пузыри, а ты ему воздух подкачиваешь. А случится то, что ты увидишь, что твоя любовь — это просто драма дешевая с его стороны. Он принесет тебе не кольцо и не ключи от квартиры, а очередную порцию соплей про то, что сложный период, мне ее жалко, надо подождать еще чуть-чуть. А потом ты узнаешь, что они с женой купили дачу, собаку, еще какую-нибудь хрень, которая покажет, что он никуда не собирался уходить. Но это даже хорошо, потому что именно в этот момент ты поймешь, что вся вот эта история не про любовь, а про твою наивность. И тогда появится он, настоящий твой. Тот, кто не будет прятать тебя как конфету украденную, да, а выставит на самом видном месте. Но чтобы его встретить, тебе нужно сначала перестать быть пажом и вырасти хотя бы до королевы. А это случится только тогда, когда ты выкинешь текущего ухажера, как говорится, в мусорку истории. Больше никак. Но не по судьбе он. У тебя другой король. Этот паж, а твой по судьбе король. Что делать, зная все это? Мозги включать. Вот прямо сейчас берешь, прекращаешь ныть, прекращаешь ждать у моря погоды. Ты же не рыбка в аквариуме. Карты, они говорят, что хватит верить в эти тухлые обещания. Он тебе не муж, он тебе не парень твой, уж тем более не принц твой. Ты его заплатка от скуки. А он твой тормоз на пути к нормальной жизни. И вот сделай из себя королеву мечей. То есть перестань строить из себя жертву и начни, как говорится, рубить от плеча. Ему прямо в глаза все выскажи. Спроси, когда он собирается разводиться. Не давай уклончивых там каких-то ответов, не принимай. Только даты, только документы, только действия. И увидишь, как он заерзает. И посмотри на Луну. Но не как вот это романтичная, извини меня за выражение, дурочка, да, а как хищница. Это не свет надежды, это сигнал. Ты в тумане самообмана. Луна — это не романтика, второе. Ты в тумане самообмана. Ты сама себя обманываешь. Перестань верить в эти его слова и начни жить по фактам. Факт первый. У него есть жена. Факт второй. Ты любовница. Факт третий. Если бы он хотел быть с тобой, то давно бы уже был. И факт четвертый. Ты ему не нужна. Он с женой живет. Выброси эту розовую соплю из головы и займись собой. Заблокируй его везде. Сожги подарки все, начни дышать для себя полной грудью. Я понимаю, что ты хочешь верить в сказку, но карты показывают, что до сказки ползти. Через месяц проснешься, когда все сделаешь, и поймешь, что дышать стало легче. А еще через полгода ты своего короля встретишь, ради которого не надо будет прятаться в подворотнях, в отелях и давай у тебя. И спасибо мне скажешь за вот эту вовремя включенную голову. Дальше сама решай. А мы троечек посмотрим. Троечки. Сразу скажу, никто за вас ничего не решит. Проявление чего или кого ты ждешь? Знаешь, ты ждешь не того, что нужно. Сидишь, как столб, и вид делаешь, что все нормально.
На деле ты просто боишься признать, что ситуация уж давно всю тебя сожрала. Ты тупишь сознательно. Обижайся, не обижайся. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Ты глаза на очевидное закрываешь. Отмахиваешься от фактов, как от мух. И вся вот эта история «жду проявления егошнего». Слово «егошнее» есть в кураптоновском языке, на котором я с вами разговариваю. Вот это «жду проявления» — это отмазка, чтобы не шевелиться самой. Ты застряла в состоянии полной жопы, где не можешь ни отступить, ни вперед прорваться. И самое поганое, ты сама себя загнала в тупик, потому что ты боишься последствий любого выбора. Ты не ждешь проявления чего-то или кого-то, ты застряла в жопе, извини меня за выражение. Чё, думала, если меня первый раз смотришь, я тут холю и лелею, чтобы на меня подписывались? Нет, я карты правильно читаю. Не хочу никому понравиться. А ты в полной жопе, из которой у тебя только один выход. Перестать прикидываться слепой и признать все твои мечты о чуде, о голубом волшебнике на золотом вертолете, что мужик какой-то найдешь ты его, и он спасет тебя из всего и от всего. Это все самообман. До Нового года ты либо сорвешь повязку с глаз и увидишь правду о своей жизни, либо продолжишь висеть в этом дерьме, как мокрая тряпочка. Выбирай. Как это проявится? Ну, знаешь, все проявится тихо, без фанфар, без явных плохих всяких вещей. Ты сначала даже не поймешь, что процесс пошел. Будешь, как обычно, вариться в своем собственном соку. Дом, работа, сериальчик. Но постепенно ты начнешь странные совпадения замечать. То случайно услышишь разговор важный, то осенит среди ночи, то интуиция начнет пинать тебя под дых. Главный момент этот не проспи. Ты должна собрать всю свою волю в кулак и начать жить. Представляешь? Действовать хладнокровно, никаких истерик, никаких резких движений, только расчет и медленные, но уверенные шаги. Понимаешь? Это вот как ремонт, да, в квартире. Сначала хлам разгребаешь, а потом только стены красишь, потом только расставляешь мебель. То есть нужна системность. И ты получишь ровно столько ответов, сколько сможешь переварить без своей паники. Понимаешь? Малейшая истерика, процесс встанет. В руках себя держи. Что делать, зная все это? Ну, ты поняла, да? Ты ничего не ждешь, тебе ничего не надо. Ты просто смотришь расклад. Что тут трактовать-то? Тебе нужен четкий план, без вариантов. Во-первых, прекрати теребонькать свои мозги, искать подвох там, где его нет, выдумывать себе всяких сказочных героев, которые тебя спасут от жизни, от всех и так далее. Никто не придет, никто не спасет. Твоя задача сейчас не изобретать этот велосипед, а взять готовый проверенный метод. Есть куча людей, которые уже прошли через такое. Вот иди и спроси у них. Мать, подруга, священник, психолог, неважно. Главное, чтобы человек был адекватный и опытный. А у тебя тут резкое нежелание, как сказать, резкое нежелание жить и резкое желание просто существовать. Ты как вата в еде. Вот знаешь, когда я ковидом болел, я не чувствовал вкус еды. Вся еда была вкус ваты. Ну, то есть безвкусно. Что бы ты ни ел, все вкус ваты. Вот у тебя жизнь сейчас такая. Ты не ждешь проявления чего-то и кого-то. У тебя есть отголоски «я хочу чуда». Но что в это чудо входит, ты сама не знаешь. И карты об этом говорят. Ты не знаешь, чего ты хочешь. И не знаешь ли ты вообще, хочешь ли ты вообще чего-то. Поэтому я так и говорю. Тебе нужно высказаться. Еще раз повторяю. Мама, психолог, подруга, священник, друг. Неважно. Понимаешь? Нужно поговорить с людьми.
Кому-то надо сказать жесткое «нет» — говори, жесткое «да» — говори. Ты ждешь, что какой-то мужик к тебе подойдет, он не подойдет, подойди сама. Начни жить, начни жить. Карты говорят, что ты не хочешь ничего. Вот и начни хотеть хотя бы чего-то, хотя бы тортик сегодня. Там торт Наполеон, торт Прага, торт Медовик. Далее мы что хотим? Правильно, тебе хотим отношений. Возьми и подойди на неделю к любому мужику, который понравится. Слабо?